Слава Украине! Привет всем от Полонского. Друзья мои, наша любимая рубрика «Потери российско-фашистских войск в Украине». Потери здоровые, потери растут с каждым днем все больше и больше, все выше и выше. Э, Продвижение у рашистов, знаете, оно, во-первых, оно минимальное. Во-вторых, оно оплачено такой кровью, что невообразимая потеря на 1 квадратный метр. То есть, это капец полный. Чмобиками, можно сказать, что чмобиками закидываются в сервы и буераки. Но, опять-таки, это не дает какого-то эффекта, просто потому что наступление у них глохнет и грузнет и так далее, и так далее. Причем они постоянно жалуются на тупость собственного командования, на то, что их подставляют, на то, что их обнуляют. То есть любая, знаете, любая погрешность, которая там делает чмобик на фронте, оканчивается тем, что его просто обнуляют, посылают. Командование прекрасно знает, что он не вернется, посылает его в бессмысленную атаку, и этот чмобик там, как говорится, отдает Кобзону душу, да. И вот и вчерашний день. 1310 вооруженных этих путинских путерастов отправились курсом русского военного корабля. Кстати, годовщина крейсера «Москва», друзья мои. Да, это какая уже там, вторая годовщина, наверное, да, крейсера «Москва». У Кондропупили ракетка и «Нептун». Помню, как это самое, боже, как перепугались тогда американцы, елки-палки. Они так боятся, когда наши лупят рашистов. И тогда боялись, а сейчас-то подавно, уже видите реакцию Трампа на Сумы. Он пискнуть боится, он выглядит, как, знаете, зашуганный кролик или как подчиненный Путлера. Да, а мы все-таки прихлопнули этот корабль. Это было классно. Да, 1310 за вчерашний день, всего 933 980. Вчерашний день был урожайным на танки, да, редкий случай, но 19 штук это много. По нынешней войне, раньше, конечно, там в 23-м, 24-м, начало 24-го, конечно, было и больше, особенно в 23-м, когда они тупо в танковые атаки клиньями там ходили. Эти танки выжигались тогда, конечно, десятками. Сейчас, видите, танки они пытаются беречь, но не всегда получается. Да, 10 622 штуки всего, нормально так. И 42 бронемашины, да, такой бронедень получился у рашистов с отрицательным, как говорится, эффектом. Всего 22 130. Ну и традиционно наши улупливают в хламину их артиллерию. Идут в расход уже эти корейские пушки-хлопушки, да, 59 штук всего. А всего 26 222. Да, то есть уже эти 170-миллиметровые пушки корейские, наверное, уже третью часть из них сожгли к чертовой матери. Вот. Кстати, еще один момент. Насколько эти северокорейские пушки им помогли? Не очень-то и помогли. Объясняю ситуацию. Во-первых, к ним весьма ограничен боезапас, потому что боезапас надо вести из Северной Кореи. Других вариантов вообще нет. 170 миллиметров у рашиста вообще нет таких снарядов. Во-вторых, они не самые дальнобойные, то есть они на уровне ниже Богданы нашей. Соответственно, их надо ближе подтягивать к линии фронта. Ближе подтягивать к линии фронта, ее тут же Луси убили. Вот, собственно, и все. Ну и плюс они не очень-то скорострельные. У них там скорострельность выстрел в минуту. Вот так как-то. А чтобы вы поняли, у современной артиллерии, у Арчера и 9 выстрелов в минуту он лупануть может. Так, чтобы просто понимать разницу, как говорится, этого всего дела. Поэтому не помогли. Хотя, да, выглядят устрашающие эти пушки. Они чем-то напоминают советские вот эти старые гиацинты на самоходке. Да, только гиацинты там 152 миллиметра, а тут 170. Да. Два средства ПВО, к сожалению, я вам не скажу какие, всего 1130. По ПВО замечательно, наши сейчас работают с этим, выбивая ПВО, освобождают, как говорится, дырки для того, чтобы пролетали хаймарсы, для того, чтобы авиабомбы туда пролетали. Мы видим прекрасно, как выносятся склады, например, и выносятся командные пункты полков, бригады и так далее. Вот в Херсонской области рассказывал, в Курской Народной Республике было, я только видео записывал, бавовна была. Отработка хаймарсами идет полным ходом, а также отработка авиабомбами. Вот. И у рашистов сейчас вследствие больших потерь РЭБов и больших потерь ПВО не получается сбивать наши ракеты. С хаймарсами у них сбивать никогда не получалось. У них получалось подменять координаты. Это получалось, да, то есть забивать им мозги. И хаймарсы летели не туды. Но сейчас, видите, эта проблема, как говорится, решена.
И вот последнее уничтожение их складов, извините, их командных пунктов с соответственным отминусовкой состава лишнего показывает, что процесс происходит удачно, и он пошел. 119 беспилотников, в основном шахеды. Ну, ребята, мы все прекрасно видим, как работает Трамп по перемирию. Замечательно просто работает. Всего 32 544. Чтобы вы не сомневались на то, что убили наших в Сумах, эти расшествия, он сказал, это была ошибка. Охренеть. Да, и вообще, это, говорит, я не знаю, это война Байдена, это не моя война. Это, знаете, если бы если бы Зеленский, например, рассуждал на тему вот этих зданий, трагического этой ситуации с Аль-Каидой, да, 11 сентября 2001 года, и сказал бы что-то типа того, что, ну, Аль-Каида совершила ошибку, это такая ошибка, и вообще это не моя война. Ну, это было бы то же самое. Кстати, наши помогли американцам тогда. И после этого американцы были единственной страной НАТО, которая задействовали 5-ю статью. И им помогли. И никто деньги назад не требовал. Представляете, кем является Трамп сейчас? Просто даже не хочу разговаривать. Это мерзость просто. Фу, фу. Да. Автотехника, очень урожайный день. Вчера был просто, я говорю, технику у них вчера лупили так, что аж гай шумел. 179 штук разбили им, всего 44 129. И 2 единицы спецтехники, туда же в утильсырье, всего 3801 штука. То есть мы видим, что техника у них вылетает, просто аж гай шумит. Единственное, что вот не знаем сейчас потери в ишачках, и в лошадках, и в верблюдах. Мы видели прекрасно, что вот в последнее время основной тягловой силой там, во второй армии мира теперь становятся ишаки, и лошадки, там, да, даже верблюда видели. Но вот у меня вот интересен вопрос к Трампу, который так почитает Путина. Вот что в нем, вот что в Путине так пугает Трампа, я не знаю, вот эти вот боевые ишаки, боевые верблюды, несуществующий картонный дурилка танк Армата или все-таки компромат?